Родился и вырос я в городе Брянске. Это небольшой провинциальный город. Находится он рядом с границей Украины и Белоруссии. По этой причине тут сейчас бывает не совсем спокойно. Но, несмотря на все это, достаточно самобытный, интересный город со своей историей. Когда мне было 7 лет, родители развелись. С мамой и старшим братом переехали жить за город, в поселок. Это на меня повлияло, так как условия для жизни были далеко не самыми лучшими. Из квартиры переехать в дом, где не было нормального отопления, водопровода, по телеку было всего 2 канала. Из таких более комфортных условий попали в более спартанские. Пришлось заново учиться жить, становиться более самостоятельными. Конечно, основное бремя пало на моего старшего брата, но на мне это тоже отразилось. Я помогал, чем мог. В дальнейшем, конечно же, мы обжились, и жить стало там намного лучше. Я бы даже сказал, жить там стало просто прекрасно, так как это рядом с природой, с лесом. Я очень сильно полюбил такую атмосферу. Благодаря брату до меня доходила какая-то информация раньше моих сверстников, в том числе и про граффити. Я узнал от него. Где-то в 8-9 лет уже были первые попытки придумать себе никнейм и что-то писать, но более осознанно к этому делу я подошел в лет 12. За это время я насмотрелся, как мой брат делал самопальные маркера, и в целом много чего интересного мне рассказывал. Поэтому, когда мои сверстники начали рисовать и принесли на прогулку краску, я уже знал, что с этим делать. И в этот день я понял, что хочу этим плотно заниматься. Наверное, в детстве я был очень впечатлительным, потому что, когда мне рассказывали о граффити, как что устроено, как это делается, я очень сильно вдохновлялся. Для меня словно какой-то новый мир открылся. Какие-то чуваки, как ниндзя, ночью выходят на улицы, оставляют после себя куски в городе, и при этом никто не знает, кто это делает, знают только их имена. Это очень меня впечатлило. Это было каким-то отхождением от норм, и мне просто захотелось стать частью этого. Желание развиваться и поиск каких-то больших возможностей — это всегда была основная причина того, что люди уезжают из таких городов. К сожалению, еще главной причиной может быть то, что в городе неспокойно. Город находится рядом с границей. Периодически летают дроны, что-то взрывается, подрывается. И это основной повод для беспокойства жителей города. Все равно многие остаются и живут. Многие как-то уже привыкли к такой неспокойной обстановке.
Хотя я думаю, что многие хотели бы уехать, но не могут, так как привязаны к своим домам, работам, семьям и попросту не могут это оставить. Благодаря граффити я открыл в себе очень много разных способностей в творческом плане и в личностном тоже. Можно сказать, что когда я выбрал этот путь, передо мной открылись такие варианты событий, которые привели меня к тому, где я сейчас нахожусь, каких людей повстречал, каких друзей обрел. И я не представляю себе другие какие-то варианты, что бы было, если бы я не стал рисовать. Конечно, были моменты, когда граффити ставило меня в какие-то рамки, и я был в каком-то творческом тупике, но все это приводит к какому-то переосмыслению того, что ты делаешь. Заниматься после граффити какой-то другой творческой деятельностью намного проще. Проще, допустим, стать дизайнером, начать писать какую-то живопись, когда у тебя был опыт рисования на стенах. Также и с друзьями. Раньше нас связывало только граффити, сейчас нас связывает уже нечто больше. И для меня это очень ценно. Есть какие-то темные стороны во мне и плохие качества. И я бы не хотел, чтобы из-за этого страдали мои близкие. Я периодически не уделяю должного внимания своей семье, и это меня тревожит впоследствии. А время очень стремительно набирает скорость, годы пролетают как дни, и не хочется, чтобы жизнь так прошла в бесконечной рутине. Мы, люди, очень интересные существа. Придумываем себе богов, чтобы чувствовать себя в безопасности. Нам необходимо заниматься каким-то творчеством или деятельностью, чтобы чувствовать, что мы есть. Хотя толком-то объяснить не можем себе, для чего мы это делаем. Получается, мы живем и не понимаем, для чего мы живем и к чему мы идем. Поначалу мне нравилось разделять работу и творчество, но со временем хочется чего-то большего, быстрее двигаться к цели. Поэтому достаточно тяжело быть на этой золотой середине, чтобы и там у тебя все получалось. Сейчас у меня такая позиция, что я от себя сильно ничего не требую. Спокойно, медленно двигаюсь, рисую по выходным. Просто хочется, чтобы больше времени было на какой-то досуг, чтобы иногда можно было почитать книжку, порисовать, может, какие-то разные проекты, дизайны, да и в целом проводить побольше времени с семьей. Забавный момент про то, как я выбрал себе псевдоним неосознанно и впоследствии через время понял его смысл. Мне было лет 14, когда я понял, что хочу найти уже конкретное имя, за которое буду долго писать.
И постоянно мониторил на уроках английского какие-то интересные слова, пытался их выписывать. И когда мы проходили времена, мне очень понравилось, как звучит словосочетание past simple. И я решил попробовать писать past, но меня не устраивало, как грубо звучит это слово. И я решил добавить еще какую-нибудь букву. Понял, что О более подходящая, потому что звучит так, словно name мужского рода, и при этом букву О можно воспринимать еще как цифру. Спустя некоторое время я понял, что мой нейм идеально вписывается в философию и концепцию граффити. Прошедшее время — это как куски, которые ты повесил, которые кричат о том, что я был здесь, оставил свой след, и это уже в прошлом. Время стирает все, и не нужно этого бояться. 0 в конце как раз таки символизирует это, что после тебя ничего не останется, даже воспоминания.